Всем привет, друзья! И сегодня нас с вами ждет общий расклад Таро. Очередной разговор с его душой, что бы он хотел вам сказать на талисманах. Настраивайтесь на себя, на своего партнера. Этот расклад Таро на любовь, на отношения, на мысли, чувства, планы и действия загаданного человека по отношению к вам. Расклад Таро для мужчин и для женщин. Такой универсальный. Настраивайтесь на себя, на свои ситуации и давайте начнем. А начнем мы с того, что посмотрим следующее. Да? Давайте вот просто узнаем правду. Узнаем правду о вашем загаданном человеке, о загаданном мужчине или женщине. Ну, правду будем смотреть на классической колоде Таро. Ну, она не классическая, просто на колоде Таро. Ваш партнер сомневается. Правда в том, что он не уверен. Давайте смотреть, в чем не уверен. Не уверен в счастье, не уверен в комфорте, не уверен в уюте и не уверен в достижении каких-то элементарных моментов между вами, да, простых моментов. Не уверен. Ну давайте еще в чем не уверен. Не уверен в финансовом аспекте и не уверен, возможно, в женщине, Козероге, Деве и Тельце. Ну, в том числе, может быть, не уверена в запросе этой женщины, ну, в финансовом запросе, да, ну, или финансовых требованиях. В финансовых требованиях, может быть, не уверен. Ну, давайте еще в чем, да, Король мечей. Не уверен, что может разобраться в этой ситуации, взять эту ситуацию под контроль, и не уверен, что сможет понять вас или может понять на данный момент. Хорошо. Дальше давайте смотреть. Вы знаете, вот это его как бы правда о нем, она вроде бы как уже, выпадает как, banish a curse, это как бы откинуть проклятие, убрать проклятие. Давайте посмотрим, что в ваших отношениях является вот этим вот проклятием. То, что... Знаете, проклятие — это не обязательно какое-то магическое влияние, а просто то, что вот оно вас преследует, и оно не должно быть, а оно есть. Давайте посмотрим 3 аспекта проклятия, да. 1, 2, 3. Это может быть по мнению и вашему, и его мнению, или то, о чем не знаете ни вы, ни он. Смотрите, открытость, откровенность, честность и искренность не являются чистым, да, то есть ни искренность, ни откровение и так далее, да, и это будет проклятием. Вы чего-то не можете достичь, очевидно же, и откровений вам очень тяжело достичь, и откровений, честности, да, открытости, искренности, вот. И проклятия могут быть как бы розовые очки и неопределенность цели в этих отношениях. То есть у каждого из вас получается как бы своя цель, она не открыта и она не определена. И это уже, условно говоря, проклятие для ваших отношений. Вот так вот интересно. Давайте, совет какой здесь может быть, что вам могут карты посоветовать в этом случае? Здесь каждый должен рассчитывать сам на себя, не торопиться, отталкиваться от своего ресурса, рассчитывая на свои силы. И знаете, такое как бы не рассчитывать на
максимальные благости какие-то, особенно финансовые. То есть это вот больше, знаете, расклад такой, где вот есть человек, и этого достаточно. А материальное, оно вот, смотрите, видите, король пентаклей и королева пентаклей. Они же здесь выпали. И здесь мужчина не уверен в этой карте, а проклятием является аспекты цели и открытости, а совет, ну, где-то уходить в свой ресурс, да. Поэтому вот эти две карты, они родственные. Возможно, вы похожие знаки зодиака. Можете ли вы быть родственными душами? Ну, теоретически, да, похоже. Ну, похоже, но не обязательно пока что. Посмотрим, какие комбинации карт дальше будут выпадать. Следующее, что бы он хотел. Он хотел бы вам что-то сказать, чтобы вы что-то знали. Ему кажется, что вы чего-то не знаете. Давайте, чего вы не знаете? Какую правду он, ну, может быть, скрывает о себе, да? Правда номер 1. Испытывает к вам чувства и любит вас. Правда номер 2. Для вас, возможно, это как гром среди ясного неба, но и для него тоже. Но, опять-таки, эта любовь или эти чувства, они, может быть, проходят сейчас какие-то испытания, ну, в связи с той ситуацией, которая у вас. Может быть, просто это как снег на голову для него и для вас. У меня пока что такое ощущение. Ну и еще одни влюбленные. Ну надо же было так вылезти, вытащить, вылезла. Да. Ну, смотрите, здесь двойка кубков. Он хочет, чтобы вы знали, что он вас любит. Шестерка кубков. Это, ну, любит вас. Да, вот, знаете, как до боли, что ли, до боли очень сильно. Но это как гром среди ясного неба и для вас, и для него. Он внезапно влюблен в вас, возможно, вы в него тоже внезапно влюблены. Ну, такое интересное сегодня. Хорошо. Давайте дальше посмотрим, что еще скажут карты. Окей. Страсть. Испытывает страсть. Что за страсть? Что за такие что за passion, да? Ну, давайте, страсть. Да, у него очень сильная страсть. Это страстное влечение сексуального характера к вам. Особенно, когда вы не вместе. Его тянет к вам. Но он тянет вас за собой, манит к себе, влечет. И это чувство в нем растет, развивается. И чем оно сильнее развивается, тем он становится более успешный в каком-то своем деле, в учебе, в работе и, может быть, даже в карьере. Ну, вот такой вот сегодня прямо история любви раскрывается, да, прямо на наших глазах. Что ваш партнер, ну или сама судьба считает удачей? Что будет удачей в ваших отношениях, по мнению вашего партнера, по мнению судьбы, может быть и вас тоже в том числе? Давайте по 3 карты попробуем. Первое. Но у вас хорошая удача выпадает на перемены к лучшему. То есть судьба может вам дать в этих отношениях, подкинуть, да, так сказать, счастливый билетик. И это может быть не хуже, чем было когда-то. Это может быть лучше, чем было когда-то, да? Или так же, как было когда-то. И это может быть и с детьми, и без детей. И это может быть как хорошие шансы заботиться друг о друге, как было раньше. Но и судьба может вам подкинуть успешный, счастливый билет, хороший шанс на то, чтобы реализовать перемены к лучшему и те желания и мечты, которые могут объединять вас. Прекрасные карты. А что вам советует тогда судьба в этом
Ну, в этом случае какой совет вам идет? Не бояться помогать, не бояться обмениваться, не выстраивать все на материальном, но материальное не исключать. Не рассчитывать только брать и не рассчитывать только давать, и быть гораздо спокойней к финансовому вопросу и к взаимопомощи и взаимовыручке в этой ситуации, ну, в этих отношениях. Но пока что такой достаточно оптимистичный намек. Давайте дальше, что бы хотел вам сказать ваш партнер. Он бы вам хотел сказать об успехе. Интересный успех. Давайте посмотрим. Не хочет вас отпускать, не может вас отпускать и считает успехом, если он каким-то образом привяжет вас к себе. Давайте смотреть еще, что для него успех. Да, успехом для него есть связывание вас и как бы не оставлять вам выбора. Для вашего партнера связать, привязать вас, подчинить к себе является успехом. Хорошо это или плохо? Для него может быть хорошо, для вас решайте сами, может быть для вас это и хорошо. Но здесь дьявол и двойка мечей, как будто бы он спутывает ваши планы, спутывает ваши возможности, спутывает вашу свободу. Если вы к свободе относитесь более-менее безразлично, тогда может для вас это и не страшно. А если свобода для вас значит многое, тогда может быть, этот аспект успеха для него не будет успешным для вас. Ну и еще одна связка, смотрите, прямо ваш партнер считает, что если он вас запутает, свяжет, обяжет, привяжет, подвяжет под себя, для него это будет успехом. И вот тут поставьте на паузу, поставьте пальчик вверх, лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Особенно, если вы хотите, чтобы он вас к себе привязал. Но если вы не хотите, все равно сделайте это как информацию о том, что вдруг вы чувствуете, что вас хотят к себе привязать, а вы этого не хотите. Почему? Да потому что для вас свобода значит многое. Окей, давайте дальше смотреть, что еще. Смотрите, здесь перерождение. Давайте посмотрим, что в вашем партнере меняется прямо сейчас. Вы знаете, в нем меняется прямо сейчас ощущение счастья, ощущение зоны комфорта. И если вы не вместе, то его к вам тянет 9,3, 12 висящий. Но 8, здесь уже 20, это получается, чем дальше это развивается, да, 8 пентаклей, чем дальше это происходит, тем сильнее меняется его жизнь. То есть, что в его жизни меняется? Да в его жизни все меняется с потерей ощущения счастья, когда вы не вместе. То есть, если вы не вместе с этим человеком, то этот человек несчастлив. Несчастлив. Судьба. Что говорит? Что он думает о судьбе ваших отношений? Как он считает, судьба или не судьба вам быть вместе? Тоже 3 аспекта. Вопросы судьба, не судьба для него противоречивы. И внутри него возникает внутренний конфликт, когда речь идет о судьба, не судьба вам быть вместе. Может быть, с одной стороны, он и хочет, а с другой стороны, видит какие-то трудности. Что еще судьба, не судьба? Но он ищет компромисс. То есть он не совсем согласен с вами, но поиск компромисса внутри него есть. Эта карта здесь более главная. Ну и 9 пентаклей, он вас ценит, вы ему очень дороги, не просто так он хочет вас к себе подвязать, да, то есть не хочет как бы потерять вас как нечто ценное, да, в своей жизни, и хоть и есть в нем некие противоречия внутренние, но вопрос, что вы вместе и вы судьба,
для него является ценным подарком. Вот эта карта может говорить о том, что он вас чувствует как родственные души. А вы его, вот тут я вот не могу уверенно, да, сказать. Почему? Потому что я на него эту карту ложу. Но если вы чувствуете, что вы родственные души, о которых я говорил где-то на первой и второй карте, возможно. Хорошо, дальше. То есть, в принципе, судьба быть вместе для него it's very well, да, или all right, да, 9 пентаклей на выходе. Дальше. Он хотел бы что-то защитить, или, может быть, не хватает защиты. Ну, давайте посмотрим, что он защищает в этих отношениях, да, или чего он добивается, или что он отстаивает. Первое. Он отстаивает силу, свою силу. Он отстаивает свою страсть, он отстаивает свой контроль над ситуацией, ну и он отстаивает, давайте так скажем, свою сильную позицию в этих отношениях. Ну, давайте так, если чего он добивается, он хочет быть сильнее вас. Добивается или преследует, защищается от неправды, лжи, обмана, хитрости, нечестности, может ревновать. Может ревновать. И ему некомфортно, когда вы безразличны, когда вы холодны, когда вы отворачиваетесь от него. Ну, когда вы делаете вид, что вам вроде бы как все равно. Может быть, потому что это достаточно такая карта независимая все-таки. Что бы помогло вашим отношениям? Например, исцелило их или наладило, или, ну, вот что помогает вашим отношениям? Кто помогает вашим отношениям? Но вам бы помогло перезагрузить отношения, дать отношениям еще один шанс и научиться давать свое ценное в этих отношениях. Также, я вам так скажу, вы мало знаете друг о друге, и вам бы побольше друг друга изучать. Побольше общаться и побольше спокойного общения, познавательного. Может быть, какие-то развлечения, игры, обучающие вместе. Но и паж Пентаклей дать друг другу еще один шанс. Смотрите, идут пажи и туз. Туз шанс ваш, паж шанс его. Паж шанс ваш, туз шанс его. То есть здесь нужно давать друг другу шансы. И материального здесь больше, поэтому нужно пересмотреть подход к материальным аспектам в этих отношениях, и тогда шанс между вами и тревоги, которые возникают на материальном уровне между вами, будут, ну как, если не нивелированы, да, не сведены к минимуму, то хотя бы уравновешены, давайте так скажем. Ну, давайте так. Если здесь defense, защита была, как отстаивает свои права, то protection – это именно защищаться. От чего вам надо защищаться, да? Что является для вас негативным вторжением в границы ваших отношений? Ну, опять финансовый вопрос. Ну, может быть, ваши деньги, его деньги, то есть финансы и материальное. Хорошо. Но опять-таки оно здесь, нужно защищать этот момент, да, то, что я говорил, финансовая независимость. Защищайте свою энергию в том числе, и нужно ли вам защищаться магически. Туз жезлов, ну, он говорит о личной энергии. Ну, я бы рекомендовал бы. А так, если вы сомневаетесь, то тут, ну, как бы намек, если вы чувствуете, что в ваши отношения пытается кто-то влиять магически, то, скорее всего, ваша интуиция вас не подводит. Ну, в этом контексте, да. Особенно, если вы начали в этих отношениях, ну, вдруг терять деньги, да.
Ну и что еще защищать? Нужно защищать опять финансовый вопрос, мужчину, работу, финансовый канал, да, ну и семью, если что. Ну вот такие, то есть аспект защиты. Может ли на вас воздействовать чья-то семья здесь? Ну да, может быть, особенно если у женщины есть мотив не потерять мужа, если у женщины есть мотив не потерять деньги, работу и материальную поддержку, тогда магия в этой комбинации обретает некие свои оттенки реальности, большей реальности, нежели нереальность. Давайте дальше смотреть. От чего нужно отказаться, отцепиться, отвязаться? Какие связи надо отрезать? Эта карта, она часто выпадает, ну вот если диагностику делаешь, да, ну, на негатив. Это называется отвязка. С чем нужно развязаться вам? Ну, давайте в этих отношениях. От чего отвязаться, от чего отделаться, или что является явно лишним навязчивым моментом, да? От агрессии и преследования и от ревности. От тоски по прошлому и от негативных аспектов и эмоциональных переживаний прошлого негативных. И Луна – это, возможно, магические атаки или атаки, связанные с женщиной, от негативных снов, от негативных эмоций и от негативных магических энергий. Здесь тоже надо, скорее всего, отвязываться. Эти отношения, они могут быть с привкусом магии, которая пытается навредить. И все это будет сводиться к негативным эмоциям и финансовому вопросу. Скорее, в этом случае. Давайте дальше смотреть. Что подсказывает его интуиция ему о вас, ну, вашему партнеру о вас? Что он интуитивно чувствует? Пока что он интуитивно чувствует, что вы переживаете конец отношений, что вы его бросили или оставили. И он чувствует, что ему нужно брать себя в руки и брать ситуацию под контроль. Но боль сердечная, боль эмоциональная от этих отношений, от этой ситуации чувствуется как внутри его сердца, так и внутри вашего. То есть он чувствует вашу боль, а вы чувствуете, скорее всего, его на уровне интуиции. Да? Ну, давайте так. Матрица спокойствия, да, или пространство спокойствия, или равновесия. В чем для вас было бы? Ну, давайте гармоничное пространство ваших отношений. Оно какое? К нему еще и вход закрыт жрицей. Тут, смотрите, не просто так же я увидел, да, вот эти вот. Смотрите, гармоничное пространство вашего покоя нарушает некая женщина, закрывает туда двери. Ну ладно, дальше. Вот она, Луна, видите, Луна здесь, Луна здесь. Да, смотрите, кто-то из вас, ну давайте, пусть ваш партнер подвешен, да, или зависит от какой-то ситуации. То есть его не хотят отдавать или ее не хотят отдавать. Но вернемся к тому, что вот эти вот карты я вам показывал, 8 мечей, 2 мечей, дьявол, помните? То, может быть, удачей и успехом является его вот эта магия, вашего партнера или партнерши, да? Поэтому смотрите, пространством покоя для вас, именно покоя, у вас нету здесь покоя. Оно закрыто, и здесь вот идет маята, это же маятник висящий, он мается, он шатается. И если он уравновесится, то тогда благодаря чему?
Пажу кубков, ну, где-то здесь вознесение какое-то. Благодаря любви, благодаря чистоте и шансу, реализуемому шансу. Поэтому, смотрите, ваше пространство спокойствия, оно существует, оно присутствует. И оно в любви, оно во флирте, оно в игре, оно в подъеме вверх, да, оно в вознесении. Но вот эти вот карты, они говорят о том, что кто-то не заинтересован, чтобы это пространство было как свежий глоток, или глоток свежего воздуха, или глоток свежей воды. Кто-то не хочет отпускать кого-то или что-то из своей жизни в этой ситуации, и благодаря этому закрываются двери. Вот так. Ну, давайте коснемся немножко денег. Финансовая безопасность или финансовый вопрос, да, посмотрим. Какую роль играет финансовый вопрос во всем этом? Ведущую. Но он не реализован. Эта карта готовится к реализации, но она еще не реализована. То есть финансовый вопрос еще заговорит о себе на полную силу. Но, опять-таки, развивать свою финансовую независимость здесь стоит. Дальше, для мужчины это зона дискомфорта. Либо он не уверен в своих деньгах, либо он проверяет вас как партнершу, особенно мужчина женщину проверяет. Ну, либо женщина здесь будет заинтересована в деньгах. Ну и туз мечей, финансовый вопрос здесь занимает одно из ведущих мест, особенно для мужчины, особенно там, где это не реализовано. Ну и для женщины он тоже имеет свои математические, алгебраические и даже стереометрические формулы. Дальше. Ну, смотрите, эта карта о лидерстве. Давайте посмотрим, кто здесь лидер в этих отношениях. Здесь конфликт из-за лидерства. Здесь тупик в лидерстве. Мужчина считает лидером себя. Женщина будет считать лидером себя, из-за этого конфликт. Здесь конфликт лидерства и приоритетов, точек зрения и эго. Это создает серьезный конфликт. Тупик в отношениях. Женская магия может быть здесь проявлена сильнее, чем мужская, но может ли здесь магичить мужчина? В принципе, да. Но смотрите, здесь что-то страх какой-то надо преодолеть. Давайте, чего бояться в этих отношениях? Ну, значит, так, самый большой страх здесь – вложиться в отношения и не получить ничего. Да. Ну и ставки здесь высоки, а это как колесо фортуны проигрыш. Ну, можно по-крупному проиграть. Риски. 8 кубков. Она уходит или он уходит? Вообще эта карта... Уходит мужчина. Ну, здесь женская колода, поэтому женщина уходит. Ну, может быть, это вы уходите, не хотя уходить. А вас просто оставили здесь без десятки пентаклей и без колеса фортуны. То есть украли счастье или украли судьбу. Может ли здесь быть негативная родовая программа у женщины или у мужчины в этих отношениях? Да. Может быть. Особенно если у вас есть страх по поводу этого, и если ваша интуиция вам это периодически подсказывает. Где вы приближаетесь к партнеру, и потом от него отдаляетесь, как будто бы судьба проходит мимо вас. И вот фортуна уже принесла пачку сладких конфет, а потом вы ушли без этой пачки сладких конфет, условно говоря. Ну, давайте так. Эта карта, она больше о какой-то правде, о какой-то тайне, таинственности или приватности. Что бы ваш партнер не хотел бы о себе раскрывать?
Ну, он не хочет раскрывать свои духовные наклонности, свой интеллект, свои знания и свое общение с высшими силами. Этот человек умеет общаться с высшими силами, с духами, с энергиями и управлять ими. И это касается как мужчину, так и женщину. И он управляет не только энергиями светлыми, но и энергиями темными, в том числе сексуальными энергиями. У этого человека своя цель, и, скорее всего, он ее не поменяет на что-то другое. Баланс эмоций. Что его успокаивает? Ну, его успокаивает, как минимум, ваш спокойный подход к хаосу. Его успокаивает ваша неторопливость и осмысление следующего шага. И его успокаивает ваша мудрость, неторопливость, способность уединяться, способность делать паузы, способность молчать и получать удовольствие. Ну, в принципе, это мудрость, неторопливая мудрость в хаосе. Вот так бы это бы выглядело. Какой совет вам дают высшие силы? Кармическое правосудие. Возможно, эти отношения для вас являются кармически справедливыми, какие бы они ни были. В чем кармическое правосудие? Защищать и отстаивать свои границы, свои интересы, свои права и свои ресурсы. Не бояться перезагружать отношения, но не рисковать и не доводить отношения до абсурда. 13-й аркан. Ну и контролировать энергетические потоки свои, внешние, позитивные и негативные. Почему вы оказались на этом раскладе сегодня? Потому что вы, скорее всего, ищете правду и благородство. Это карта именно благородности. Да? Вы ищете партнера достойного вас. Найдете или нет? Найдете. Шестерка следующая, шестерка мечей. Она здесь выпадала, вот она. Найдете. Он, возможно, даже манит вас за собой, но для того, чтобы вам его найти, вам нужно отпустить или адаптировать к себе как-то прошлый опыт негативных успехов, да, или неуспехов, да. Поэтому есть здесь какой-то привкус негатива в этом раскладе, да, он так сквозит, и вот в негативных моментах переслушаете, он может максимально вам резонировать. Поэтому, да, вы найдете, но воронов, негативных воронов прошлого или ворон прошлого вам бы нужно было бы отогнать от себя, от своих отношень і від вашого партнера. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.